Всем привет! Сегодня мы соберем передний мост для дрифт-шасси из Lego Technic. Мост у нас будет иметь кастер. Вот так ось амортизатора наклонена в сторону кузова. Также дрифтовое схождение. Колеса вот так немного у нас разведены будут. И, конечно, положительный развал. То есть колеса вот так стоят домиком. Меня зовут Павел, и мы приступаем к сборке. Чтобы собрать передний мост, нам понадобится 220 деталей. В этом шаге сразу мы поставим дифференциал. Сначала только шестереночки, вот эти двенашки. И вот такая маленькая хитрость сразу. От плохих шрусов я отрезаю чуть-чуть, буквально миллиметр. И вот так подпираю приводную шестерню, чтобы у меня дифференциал, не дай бог, не провернулся, не испортились шестерни на нем. Вот так это будет работать. Шаг второй. Переворачиваем нашу конструкцию. И вот сюда вторую рамочку крепим. По бокам укрепляем. И вот тут связываем такими большими желтыми. Моя самоделка будет желтенькая, это уже передняя часть, возможно, хотя может и не будут видны эти пятерочки. Сюда черные. Это дополнительные крепежи нижних рычагов. Берем такие коннекторы, устанавливаем их в желтые наши пятаки. Вот так. Сверху черный пин. Далее рамочка такая. Ставим сюда. Или не ставим, или сразу собираем это основание, по которому будет ездить рулевая наша рейка. И вот так устанавливаем теперь. Далее пятерка. Вот сюда. Наполняем верхнюю часть. Не так. Вот так прибить надо здесь. Четверки, чтобы не гуляли. Так как у нас рулевые тяги на полстуда будут смещены, следовательно рейка тоже, нам надо здесь полстуда вот такая рамочка. Мы ее берем вот сюда. Так, прибиваем.
прочное довольно соединение. Никуда она не денется, болтаться не будет. Далее. Еще 2 таких надо. 2 штучки. Раз. Уголочки. Угу. Не взял одну тройняшку сюда. Конечно. Вот она. Вот так. Троечка. Раз, два. Далее уголок. 1. 2. Сверху закрываем. Так. Мы готовы, по-моему, к установке рулевой рейки. 5-й шаг. Собираем рулевую рейку. Полупины вот сюда. Защелкиваем. Это нам нужно для того, чтобы движок не смещать на пол студа. А здесь половинка, здесь целый студ получается. Здесь уже будет движок рейку двигать. Вот она, наша рейка. Сейчас мы закроем рейку, чтобы она у нас не вываливалась. Вот таким образом. Все, никуда не денется. Так, не сюда, лучше вот так сделать. Вот это будет уже на оси двигателя стоять. Я ее вставляю вот сюда. И вот этот ось на 3 со стопором до конца не вставляю. Поставим сюда движок, ось потом задвинем. Собираем крепление к основному кузову, получается, нашей передней части. Я вот сюда ставлю пин. В программке мне не получилось его поставить, поскольку вот это соотношение не бьется, что ли, я так понимаю. Но на самом деле ось одевается. Не ось, а наша балка на 15 сюда одевается. Также со второй стороны втыкаю сюда пин. И вот так одеваю балку. Возможно, имеется какой-то натяг. Все прилично выглядит. Это будет наклон нашей передней оси. А это ось горизонтальная.
Так, теперь главное не промахнуться. Значит, правильно, сюда 1 и 2 через 1 от синего пина. Устанавливаю и устанавливаю 4 пина сюда сразу. И еще 2 пятнашки поперек. Я не знаю, пригодятся ли пятнашки или нет. Но они выступают в стороны. И за них можно будет, ну, что-то крепить потом. Ну, уже декоративные элементы кузова, я имею в виду. Еще 4 пина. Раз, два. Вот сюда. И раз, два. Вот сюда. Ой-ой-ой. Вторая вот сюда. Прибиваем. Кардан тоже не гнется в программке, поэтому он на рисунке лежит просто рядом. Я его сюда одеваю и одеваю сюда. Так мы выходим в горизонт, в горизонтальную ось с помощью этого карданчика. Шаг 8 называется установка рулевого двигателя. Раз, два. Закрываем пин. Все, рулевая рейка работает. Собираем подвеску. Значит, вверху у нас такие на 4 оси со стопором. Отсюда с задней части идет у нас рычаг. Потом амортизатор. Амортизатор мягенький. Жесткая подвеска нам не нужна. И бушек вот такой ставим, чтобы он не уползал. Все, зажимаю. Ну, сразу со второй стороны можно сделать так же. Рычаг, амортизатор и бушек. Все, зажали, заподлицо. Рейка ходит без проблем. Далее низ. Крепежом вниз у нас стоит этот рычаг. И также изнутри мы его продеваем. Здесь у нас больше ничего нету. Вот сюда в пятерочку он потом упирается.
крепление вот сюда. Шрусы вставляю. Ну, вот это у меня тут, наверное, не будет сейчас держаться. Она без трения. Поэтому я карданы одену. И в сторонку их так отложу. Просто воткну сейчас шрусы. Собираем ступицы. Это у нас основание. Будет вот так. Берем оську и сошку рулевую. Раз. Это у меня будет такая декорация суппорта. Вот так за диском что-то красненькое, как будто суппорт тормозной. Корявенькая она, декорация, ну. Зато без систем деталей. Конечно, из системы такой полукруглый суппорт классно было бы сделать. Так, одна готова. Теперь надо вторую в зеркальном виде. Так, сошка будет с этой стороны. Вот они, оси со стопором. И теперь мы попробуем уже зафиксировать. Так. Одеваю. Вставляю сюда ось и ответную часть вот сюда. Также здесь не садил, ось сюда и сюда. Все на месте. Сильно завернул, вывалилось. Ограничителей пока нет, еще вываливается. Собираем ограничители. Один пин вставляем вот так, круглым отверстием. Два остальных крестами. Вниз такую двоечку. И это у нас с правой стороны ограничитель. Прибиваю тройкой вот так насквозь. Второй. Один пин, два крестами. В рычаг.
И вот тут рычаг. Рулевые тяги. Вот. Все работает. Внутреннее колесо поворачивается побольше вовнутрь, наружное чуть поменьше. А керман присутствует. Вот такой передний мост у нас получился. С положительным кастером, с развалом. Колеса вот так домиком стоят. И с дрифтовым вот с таким схождением. Довольно компактный. Снизу у нас даже за зубчатое колесо дифференциала ничего не выступает, только ступица. Ну, ступица у нас будет в диске, так что очень приличненько. Сверху также надстройки минимальные. Вот, занимает он всего лишь там 8-9 студов в вышину. То есть линию капота можно будет довольно низко провести. Можно машинку такую спортивную сделать в итоге. На сегодня это все. Пошел мастерить силовую установку.